чем смысл быть? Есть ли он? А быть может, смысл в том, чтобы общаться с незнакомцами, танцевать в местном клубе, дымить под пасмурным небом и гладить чумных крыс? Ну что ж, это неясно. Мы находимся и проживаем в городе неясно. Исходя из названия, мы уже можем иметь представление о том, насколько здесь все неясно. Нажав начать игру, мы появляемся в мрачнейшем районе, где не то, что не хочется проживать, тут не хочется и думать о хорошем завтра. Сразу перед нами встает пиксельная ретро-графика. Поначалу она резала мне глаза, но вот не задача, ты к ней привыкаешь. Все, что остается, это идти в неизвестность и исследовать город. Да, тут нет как таковой цели, которую можно представить. Это игра в жанре песочница, где только ты знаешь, что для тебя конец игры. Погуляв по однотипным советским улочкам, в которых и след радости простыл, мы натыкаемся на тройку парней, которые слушают музыку около гаражей. Мы просто гуляем. Мы просто гуляем. Не, ну тут уже ощущение, что мы какой-то коп и сейчас будем их шмонать за все подряд. Далее нас встречают такие же странные жители, крысы. Мы можем проявить заботу и погладить. В ответ плюс чума. Ну спасибо, крыска. Окей, пусть эта крыска живет долго и счастливо. Правда, что нам дает это плюс чума? Оказывается, у нас есть навыки. Они представляют из себя одиночество, вещественность и размышления. У нас изначально уже одиночество 5, вещественность 5, размышление 1. Ну конечно, как в такой обстановке вообще размышлять? Только чума и одиночество. Еще походив и погрустив, мы встречаем МФЦ. Заглянем же внутрь. Самое место покурить. Конечно, это МФЦ. Может, мы найдем что-то радостное и позитивное здесь? Знаешь, жизнь так быстро летит. Да, я чую, что здесь быть грустным и поникшим — это отдельный вайб. Скорее даже по-другому нельзя. Напившись, залетаем в алкоаптеку. И что вы думаете? Там реально клуб, после аптека. Немного балдеем в клубе, напившись, нагулявшись, находим табачную или вообще кебабную. Ну конечно, ничего удивительного, у всех ведь есть кебаб-табак. В районе Нищенко нашли 7000 пачек поддельных сигарет и 400 литров паленого алкоголя. Такое интересное радио, дайте подушку, я спать. Вот это сервис. Вот правда, сколько всего мы уже съели, а героев все мало. Ты бы поосторожнее с таким аппетитом. А на остановке-то лежит чей-то телефон. По очень порядочному поведению, конечно, нужно прочитать, что там написал какой-то Матвей. А там: сегодня выступает наш любимый Илья. Приходи. 21:00. Круглая площадь, пивзавод. Пожалуй, хватит с меня этого города. Водитель, поехали дальше. Оп, а тут уже больше жизни. Ну и, конечно же, больше бизнесменов. Здравствуйте, вам нужен чайный гриб? О, привет. А вот и ты. Оказывается, нас знают. После спуска в какой-то подвал меня узнал какой-то парень. Чё смотришь, пиз захотел? Не, ну тепло встречать люди здесь умеют. Почему бы не почитать немного? Тут как раз есть библиотека. Хороший выбор, хорошее направление. Скобки – это текстовые облака. Этот текст – это комикс без картинок. Сгустки концепции внутри текста, воздушные сгустки, содержащие невидимых жителей, сгустки ночи, сгустки отношений. Хотя я уже передумал. Еще немного погуляв по этому ничуть не более светлому городу, поговорив по душам, покурив с незнакомцами, мы попадаем на выступление. То самое, о котором писал какой-то Матвей. Да ну, тут все такие. Короче, все во мраке, привыкаем. В конце концов, прогулка продолжается. Попадаем на стадион, в котором есть и спортсмены, и философы. Все по старинке. А в чем разница между беспомощностью и отчаянием? Я не знаю. Как ты думаешь, все в этом мире приходит к концу? Однако всему есть конец. Как и наши прогулки. Мы вызываем такси, оно приезжает, и мы покидаем город. Ну и тут, конечно же, таксист нагнетает. И что ты там будешь делать? Дома? Жарить картошку с колбасой? Пить водку в 3 часа ночи? Мы уезжаем, а вместе с нами остается этот город. Город, в котором смысл не обязательно найти. Главное чувствовать, что он где-то рядом. Иногда в кебабе, иногда в крысе. Доброй ночи, неясная. Ты хочешь спать? Пожалуйста, спи. Я тебе не мешаю. Интервью разработчиков. Давайте немножко заглянем за кулисы игры. Кто же разработчики? Саша и Илья, дуэт, создавший неясное, а также ШХД Зима, надеюсь, я правильно прочитал. Интервью не шибко радует подробностями про жизнь создателей или разработку новых игр, зато тут много размышлений на разные темы. В основе искусство. Обязательно ли искусство должно быть символичным? Люди часто задают вопросы об арт-объектах. Мол, а что символизирует то, а что это? А когда не находят ответа, расстраиваются. Александр сказал просто. Искусство должно вызвать мысль или эмоцию. Все просто.
Илья же в свою очередь копнул глубже. Цитирую. «Мне сложно вообще понять этот весь дискус. Мне всегда было очень больно, когда кто-то объединяет произведение искусства. Я думаю, что если произведение можно выразить в тексте, почему бы не использовать текст для передачи всего того, что заложено в произведении? Я надеюсь, я не задену никаких кураторов, но этот путь ложный. Искусство — это прямой удар в сердце. Если он произошел, он произошел. Есть только ты и черная дыра. Никто не посмеет стать между вами. Нет притяжения сильнее. А если между вами есть описание, человек, экскурсовод, почему ее сила до сих пор не смяла их до бесконечной малости? Это вопрос». Вот так разработчики описали игру «Неясная» со своей колокольни. В «Неясном» больше игровых элементов, механик, пусть иногда абсурдных и рудиментарных. От навыков, например, остались только цифры и названия. Они практически ни на что не влияют, а чума у нас никого не убивает и субъективностью не обладает. В «Неясном» есть промежуточные цели и конец, но в нем нет пейсинга, ты сразу попадаешь в движ, и вот эти вот все сцены — это все ради фана, который должен быть сразу. Собственно, как и обычный вечер в реальной жизни. Может вообще ничего не произойти, а может тебя школьный автобус собьет в первые же 5 минут прогулки. А также навыки здесь не имеют большого смысла, это про игровые условности. Графику такую сделали, чтобы было ощущение, что ты не играешь в игру, а помнишь ее сквозь призму воспоминаний. Давняя игра и давние воспоминания, все буквально плывет и неясно. Какой посыл у «Неясного»? Авторы не видят эту игру как что-то про уныние. Удивительно ведь. Речь тут про воспоминания, в которых нет плохого, место только для хорошего. Даже, казалось бы, алкоголь, крысы и грязь, но вызывает лишь легкую тоску. Все не так просто, как может казаться, понял я. Как эту игру вижу лично я? Сейчас будет лично мое видение, которое может отличаться даже кардинально от твоего, и в этом есть своя прелесть. Скажи? Так вот, меня игра тронула по-настоящему. Это не простая монотонность или «как все плохо». Я, изучая игру, начал перебирать свой архив воспоминаний. Самых разных. От чего-то позитивного до совсем печального. А ведь смысл игры в этом и лежит. Переосмыслив слова разработчиков и сравнив их со своими настоящими эмоциями, я понял, это действительно не про беду и депрессию. Игра про воспоминания заставила вспоминать. Так забавно. Всю игру ты думаешь, что тут что-то не так, все непонятно, все туманно. А воспоминания-то тоже не все ясны, некоторые как в тумане. Все стало на свои места. Подытоживая эту неясность, я могу сказать только одно. Работа действительно насыщена глубокими смыслами и раздумьями. Я действительно погрузился в игру руками и ногами. Игра раскрыла мне вид на воспоминания с такого ракурса, с которого я еще на них не смотрел. Неясный тот город, который был когда-то тогда. Те самые друзья, те самые пьяницы. Все это строит тебя таким, каким или какой ты являешься сейчас. Очень хочу услышать ваше мнение в комментариях. Поддержите меня лайком и подпиской. Всех люблю, спасибо за просмотр. Или ты никогда ничего не делаешь? Когда тебе понадобятся деньги, куда ты пойдешь? Я вот работаю таксистом уже 10 лет. Я езжу по своим маршрутам с утра до ночи, всюду, где хочу.